Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебедский, это канал о ремонте и отделке. В этом ролике я покажу, как правильно замазывать штробы после прокладки электрики или сантехники, ну или как свести к минимальному количеству таких штроб, и для чего нужно удалять оцинкованные маяки после оштукатуривания стен. Даже покажу два способа и поделюсь с вами полезными советами. И вообще, стоит ли заморачиваться так со штробами или нет? Давайте об этом сегодня поговорим. Обязательно досматривайте ролик до конца, ну а по традиции пальцы вверх и приятного просмотра. Итак, начну с того, с самого легкого. Как же частично избежать штроб при чистовой отделке, которые появляются во время электромонтажных и сантехнических работ. В данном способе есть как свои плюсы, так и минусы. А смысл в том, когда я демонтировал сыпучую штукатурку, я приступил к прокладке труб отопления и водопровода. Ну и как вы можете заметить, все это делал до установки маяков, но после конкретной зачистки стен после сыпучей штукатурки. Плюс и выгода в данном способе в том, что, во-первых, я не тревожу оштукатуренные стены. В этом есть огромный плюс, особенно когда большие и глубокие штробы. Ну а после прокладки труб проще проложить и заполнить пустоты за трубами, как при помощи штукатурной смеси или пены. И не бояться о том, что труба во время таких работ где-то вылезет и на штукатуренных стенах в местах заделки штроб появятся неровности. Допустим, трубы отопления, то я выравниваю их в одну плоскость черновой отделкой, конкретно в плоскость кирпичной кладкой. В этом плане даже заморачиваться не стоит. Главное хорошо поработать с зубчатым шпателем для нормального сцепления штукатурной смеси. А вот после установки маяков, но до оштукатуривания стен, как на примере труб водопровода, я выставил фитинги в плоскость с будущей оштукатуренной стеной, ну исходя из результатов по установленным маякам. И также заделал штробы. Обратите внимание, никаких лишних движений в плане заморочек. Главное, чтобы трубы не торчали за пределы установленных маяков, но при этом были жестко зафиксированы. Также поступил и с кабель-каналом, ведь для таких размеров нужна большая и глубокая штроба. Плюс в данном способе в том, что обоим сторонам хорошо. Заказчик меньше попадает на бабло, так как заделку штробы можно сделать гораздо дешевле. Монтаж штробы остается, конечно же, прежний. Во время заделки штроб нету перерасхода штукатурной смеси. Далее расскажу и покажу почему. А мастеру так гораздо проще заделать штробу и меньше потратить сил и времени. Особенно это хорошо, когда холода не за горами. Как это было в моем случае. В любой момент можно навесить радиатор отопления и поддерживать плюсовую температуру и спокойно работать. Аналогично и с электрикой. Штробы я сделал сразу, но за заделку можно и не брать заказчика, так как замазывать не нужно. Единственное, я не вставлял коробки в плоскость после установки маяков, хотя можно было. Мне показалось, что коробки будет проще приморозить после оштукатуривания стен и заливки стяжки. Но единственное, под коробку высверливал также заранее. И в итоге все пыльные работы позади. Но на стройке не все так сладко да гладко. Работая с плиточным клеем, в данном случае армировка углов, работая с гипсовой штукатуркой, начиная от установки маяков, штукатурки стен, особенно когда нормально так замешиваешь, работая с объемами, заделка штроб и так далее. Мастер нуждается в бесперебойном питании. Как говорится, время – деньги. А в деревне частенько выключают свет в самый неподходящий момент. Особенно когда полный чан штукатурки. Так вот, чтобы быть всегда подстрахованным, у меня появился для таких ситуаций бензогенератор. И теперь я работаю независимо, выключают свет или нет. И мне хорошо, и заказчику. Так что, кто не может выбрать, какой вам нужен бензогенератор, для этого ссылку на обзор оставлю в описании. Не благодарите. Провод. А вот следующий этап работ, который нереально избежать, это демонтаж маяков и заделка штроб после маяков. После оштукатуривания стен, конечно же, демонтировал все маяки. Одна из главных причин – это ржавчина, которая в дальнейшем может проявиться как через обои или на окрашенных стенах. А также может появиться трещина вдоль маяка, и это хорошим не закончится. Маяки я, конечно же, демонтировал на следующий день. Да, есть такой момент, что можно было демонтировать сразу и сразу же замазать штробы, но успеть это сделать все в одно время, скажу так, не всегда получается. Поэтому я действую именно так. Маяки можно демонтировать двумя способами: просто выдрать или изначально сделать прорезь вдоль маяка по обе стороны малярным ножом.
штроба получается более аккуратной. Но есть ли в этом смысл? Напишите в комментарии. На мой взгляд, заделка штроб с рваными краями можно сказать лучше, так как по краям получается фаска, хоть не совсем аккуратно, но получается плавный переход с тонкого слоя на толстый. Снижается вероятность появления трещин в местах соединения уже затвердевшей штукатурки и свежей, а нагрузка при усадке смеси распределяется. Чего уже не скажешь о ровных краях, но это еще не все, что может спасти от трещины. И кстати, когда демонтируете маяки, обязательно одевайте перчатки, так как края маяков острые и легко можно порезаться. А вот демонтировать маяки безопаснее, проще и легче при помощи бокорезов или плоскогубцев с острым торцом. Бывает смешная ситуация, когда заказчик говорит: демонтированные маяки ровные, поэтому можно повторно устанавливать. Но это не так, маяки к повторному использованию непригодны. Но если плевать на качество своих работ, то можете рискнуть. Лучше, что может быть в данной ситуации, сдать их на чермет. После демонтажа маяков еще раз проверяю длинным правилом, но немного прочухиваю. Шансы подрезать застывшую штукатурку малы, но все же они есть. Ну и также рекомендую убрать все сопли вдоль маяка по обе стороны, которые будут мешать во время заделки штробы. Если не почистить, то эти сопли перемешиваются со свежей штукатуркой и начинается конкретное испытание. А это дополнительное и бесполезное потраченное время. А вот по поводу выбора, каким шпателем это все делать, это ваш выбор. Для таких работ можно использовать самый дешевый шпатель. Хоть штукатурка и не совсем твердая, но лезвие спустя время хорошо стирается. Ну вот, маяки в мусорке, а штробы просыхают, но продолжаю дальше, а именно выкручиваю саморезы, на которые устанавливал маяки. Тут я перестраховываюсь, чтобы ржавчина также и точечно не проявилась. Скажу наперед, через обои. А вот переделки, как вы знаете, я не особо люблю. Саморезы можно выкручивать как сразу, так и после полного высыхания штукатурки. Особой разницы нет. После этих работ оставляю стены до полного высыхания штукатурки. В это время можно заниматься другими работами или другими объектами. Спустя время, когда штукатурка высохла, следующий этап работ – это обеспыливание штробы. Я же делаю это при помощи строительного пылесоса, потому что это быстро и пыли практически не остается. Кстати, сухую кисточку никто не отменял, но результат чуть хуже, а по времени дольше. Как бы я ни старался, но дополнительный штроп избежать не получилось. Все-таки добавил пару розеток. Одну для питания насоса на коллекторе для теплого пола и одна для фильтра. Но все же это мелочи. Далее необходимо загрунтовать штробы грунтовкой глубокого проникновения, но не бетоноконтактом. Ведь штробы не особо гладкие, поэтому штукатурка в штробах будет держаться отлично. Грунтовать с этим можно и даже нужно с помощью распылителя, потому что это гораздо быстрее. А если нет распылителя, не беда, грунтовку штроб кисточкой никто не отменял. После высыхания грунтовки замешиваю гипсовую штукатурную смесь, ту же, которой я штукатуривал стены, желательно, но уже не в таком объеме. Итак, есть штроба, без разницы, глубокая, неглубокая, после маяков, принцип один и тот же. Распространенная первая ошибка, так называемая тяп-ляп, это когда кинул ляпов и срезал лишнее. В этом случае будут пустоты, неполное прилипание и вероятнее всего появятся трещины по краям штробы. Ну и естественно сейчас в одну плоскость со стеной, а при высыхании штукатурка даст усадку и появится линза. Для дальнейшей отделки шпаклевки стен это проблема, а делать нужно так. Тщательно вмазываем смесь по правую сторону и тщательно вмазываем по левую. Этим можно избежать трещины по краям штробы и будет полное заполнение всех пустот.
Но тут тоже может допустить ошибку. Если сразу срезать, то опять будет линза. А чтобы избежать такую усадку при высыхании, то нужно накидывать чуть больше. Выйти за пределы плоскости стены. Ориентировочно на несколько миллиметров. И подождать, пока раствор подстынет. Даст усадку, далее срезать лишнее. И штроба получится в одну плоскость со стеной. А теперь посмотрим, как это выглядит на объеме. Итак, если вы это делаете впервые, то спешить не нужно. Для начала нужно заделать пару штроб или более и рассчитать время от заделки и до подрезки. Если штукатурка в штробах сильно застынет, так сказать, прозевать момент подрезки, то это будет долго и мучительно для вас. А если сделать все вовремя, то это будет гораздо легче и аккуратнее. Во время заделки штробы через пару минут можно заметить, что середина застывает дольше, чем по краям. Но это не значит, что нужно приступать к подрезке, так как подстывшие края срезаются не так уж и сложно. Главное, чтобы середина не высохла и была податлива к подрезке, и штукатурка не тянулась, ведь сделать нужно максимально ровно и без задиров. Заделав часть штроб, возвращаюсь к первой и пробую подрезать. Подрезать лучше, ровнее и проще при помощи обрезков от правила. Такого добра у меня хватает, но в принципе можно обойтись и жестким шпателем. Срезаю, как будто подрезаю, слегка уводя правило в сторону. Все зависит от ширины штробы и насколько застыла штукатурка. Хотя по факту срезаю как попало, главное вовремя остановиться, когда штроба становится в одну плоскость со стеной. Таким образом, до подрезки происходят усадочные процессы. А после подрезки штукатурка в штробе не поддается усадке. Ну разве что на миллиметр, и то не всегда. Даже миллиметр никак не отразится в процессе шпаклевания стен, по сравнению с тем, если замазать и сразу выровнять плоскость со стеной. Ну и в итоге уже получаем подготовленную стену для дальнейших работ. Шпаклевка как минимум, а далее уже подготавливать под обои или под окраску, выбор за вами. Я же буду подготавливать под обои. Знаю, даже многие закрывают глаза и клеят обои на такие стены, а даже и хуже. Но как ни старайся, мелкие дефекты все равно есть, которые легко исправляются шпаклевкой. А вот толщина и качество обоев также играет огромную роль. Основываясь на эти параметры, можно сделать вывод, насколько нужно выровнять стены. А вот что хотелось сказать по поводу заделки штроб с проводами. То желательно все обесточить и заделывать шпателем с закругленными краями, а не с острыми. Чисто случайно можно повредить изоляцию и стены будут кусаться, а там кто знает как сильно. Я стараюсь этого избежать. Ну и в заключение, что хотелось бы сказать. Избежать штроб на ранних этапах до оштукатуривания – это хорошо, но не так точно может получиться согласно проекту. Это очень важно при приемке. Если жестких требований нет, то, как говорится, и так сойдет. Но и штроборезом работать по штукатуренным стенам, конечно же, гораздо приятнее, чем по косым и неровным. Мне же на данном объекте было проще, лучше и быстрее сделать в такой последовательности. А теперь хотелось бы узнать ваше мнение. Допустим, после электрики. Кто должен заниматься заделкой штроб? Просьба ответить в комментарии.
потому что очень часто встречаю, что этим занимаются электрики. Но не все и заделывают как попало. Повторюсь, не все, а всего лишь часть мастеров, и тем самым даже не догадываются, сколько проблем и доп. Работ они создают для других мастеров. Короче, надеюсь, что ролик был полезным. Если да, то не забудь поставить лайк, написать комментарий и, конечно же, подписаться. Скоро увидимся!